Всем привет! Сегодня остается один день до Ньяпи, и по всему острову проходят церемонии, поэтому я хочу поехать что-нибудь поснимать. Давайте поговорим немного про Ньяпи. Ньяпи – это балийский день тишины, который отмечается в канун Нового года по балийскому календарю. Это индуистский праздник, но в основном отмечается он на Бали. Следующий день за Ньяпи также отмечается как Новый год. Семьи и друзья собираются, чтобы попросить прощения друг у друга и вместе выполнить определенные религиозные ритуалы. Огонь, электричество снова разрешено, и приготовление пищи опять возобновляется. Это самый старый ритуал, отмечаемый в истории человечества. Перед днем Ньяпи балийцы носят по улицам скульптуры Ого-Ого, которые в конечном счете сжигаются либо той же ночью, либо через пару дней. К сожалению, в этом году Ого-Го был в очередной раз отменен из-за карантина и пандемии. И вот, на удивление, я на улице встретил автомобиль, очень похожий на советский. На самом деле, у моего деда был похожий автомобиль, и назывался он ГАЗ-69. Когда я присмотрелся к этому автомобилю, на капоте было написано УАЗ. И потом я пришел домой и проверил линейку УАЗов, есть ли там такой автомобиль. И там я увидел тот самый ГАЗ-69. По всей видимости, он превратился из ГАЗа в УАЗ, тогда, когда перенесли производство в Ульяновск, где и находится тот самый Ульяновский автомобильный завод. Сейчас вы можете видеть, как люди готовятся к Ньяпи. Они закрывают окна, чтобы на улицу не попадал свет от всяких автоматов и холодильников. Везде гасятся все уличные огни, лампы, а также отключаются банкоматы. Бали полностью в этот день погружается во мрак. Заехал в такую вот кафешку перекусить, многие места уже закрыты, потому что люди готовятся к Ньяпи. Заказал сейчас чап-чай, перекушу и можно будет заняться своими делами. Чап-чай принесли с рисом. Мяса, по-моему, нету. Ну есть вот это грибы. Не знаю, что за грибы. Ну все, я вернулся, перекусил. Завтра Ньяпи дэй, а это значит, что нельзя выходить на улицу. Да и если выйдешь, ничего не будет работать. Кроме того, нельзя включать свет, так, чтобы было видно снаружи. И кроме того, нельзя шуметь, поэтому мне сейчас надо заехать и немножко купить продуктов. Я сегодня с утра уже съездил на рынок и, я был с просонья и забыл снять. Я, в общем, съездил на рынок, купил свининки, лук и буду делать что-то типа шашлыка, но на сковородке. То есть я замариную мясо, нарежу его тонкими ломтиками и потом просто пожарю. В общем, будет вкус примерно как у шашлыка. И буду питаться завтра этим весь день. Кроме того, надо сейчас каких-нибудь ништяков взять на всякий случай. И, в принципе, все, я готов к Ньяпи. Возьмем-ка спагетти. Спагетти 10. Еще снеков взять каких-нибудь. Вот эти нормальные чипсаны. Ada lagi? Enggak. Наконец пришел с улицы, очень жарко. Сейчас врубим кондейчик. Надо теперь нарезать мясо. Ну что, погнали готовить. Это, по-моему, шпинат. Сейчас лучок нарежем. Сегодня мне хороший кусок дали. Это, по-моему, это шейка по виду.
Так, ну что, мясо замариновано. Завтра достану с утра и приготовлю. Еще 15-го я переезжаю в другое место, поэтому мне нужно прибрать все вещи, подготовиться, чтобы 15-го уже просто собраться по-быстрому и переехать. Что-то мне стало скучно дома, и я решил приехать искупаться. Ваше здоровье. Зашел перекусить в кафешку. Здесь прикольный такой второй этаж. Вот так выглядит. Так, ну что, я приехал с пляжа. Начался опять дождик. Ничего удивительного, сезон дождей. Заехал в свою любимую кафешку и взял покушать. Вот такая штука. Называется наси чампур с аям битуту, с курицей. И здесь еще наси джинго. Это на вечер, когда проголодаюсь. Так, ну все, я подготовился к няпи. Еда куплена. Все. Завтра самый скучный в году день. Ничего не делания. Ну, попробую как-то получать удовольствие от этого. Ведь можно было бы уехать куда-нибудь, но я решил все-таки один день хорошо провести наедине с собой, подумать, без каких-то дел, просто посидеть, может помедитировать. Всем привет! Сегодня день тишины на Бали, и вы сейчас можете услышать, насколько здесь тихо. Слышно только, как поют птицы. Ну и собаки, как обычно. Сегодня запрещено выходить на улицу, шуметь. Ну, собак это не касается. Очень непривычно Бали видеть таким, потому что здесь всегда жужжат мопеды, разговаривают люди везде. Так, ну что, надо позавтракать, и можно заняться своими делами или просто побыть в тишине. Так, я тут приготовил натуральный кофе молотый. И вчера закупил всякие вот ништячки местные. Я всегда завтракаю примерно таким. Сейчас покажу, что это вообще за еда такая. Это типа снеков небольших. Очень хорошо для завтрака. Начнем с такой штуки. Это типа блинчика. Я не знаю, наверное, из рисовой муки. И внутри какая-то начинка. Внутри кокос и сахар, по-моему. И еще что-то. Типа сгущенки, может быть. Следующая это такая штука. Похоже на вареник, только жареный. Здесь чили, я его не ем. Внутри картошка и какие-то острые приправы. В принципе, немножко похоже на самосу. Если вы знаете, в Индии есть типа нашей самсы, вот внутри кладут то же самое. Следующий вот это вот такой шарик. Он с картошкой внутри, а снаружи покрыт кунжутом. Просто жареный такой шарик из теста. Внутри картошка. Эта штука сладкая. Следующий вот, это вот такой, не знаю, как это назвать, пирожок, не пирожок. Чем-то просто напоминает пирожное, но без начинки. И последний вот на сегодня, это вот такая, не знаю, как это назвать вообще. Это проблема целая, потому что у нас такого нету. Это прессованная кокосовая стружка, сладкая, сделана в виде пирога такого. Блин, я что-то уже наелся конкретно, потому что еда очень жирная и сытная.
Сегодня я хочу рассказать вам о местных традициях и обычаях в семейной жизни. Это, конечно, я узнал не на своем опыте, но из общения с местными жителями, балийцами, так и приезжими. Здесь есть такая особенность семейной жизни, когда семью обеспечивает женщина, а не мужчина. Это не во всех семьях так. Даже в пределах Бали все может меняться, но в каждой деревне есть свои традиции и обычаи. Но все же я здесь встретил такую особенность. Мужчины не работают, они сидят дома, бездельничают, пьют пиво, общаются с другими мужиками, в то время как их жена работает по дому, либо занимается семейным бизнесом. Обычно, если дом находится у дороги, то делают пристрой к этому дому и организуют какой-то бизнес. Это будет либо кафешка, либо прачечная, либо просто магазинчик, который торгует всякими снеками, либо хозтоварами. И это не единичный случай. Такой здесь повсеместно, когда мужчина не работает. С приходом западной культуры, конечно, эта традиция постепенно уходит в прошлое. Однако, все-таки она еще не утратила свою силу и встречается здесь довольно-таки часто. Например, моя знакомая балийка рассказала, что когда у нее были отношения с парнем, тоже балийцем, в кафе, в кино или еще где-то, она всегда платила за него. И у нее же в семье следующая ситуация. Брат и отец не работают. Обеспечивает семью она и ее мама, которая содержит небольшой магазинчик. И работа в магазине никак не освобождает ее маму от домашних дел. Часто бывает такая ситуация, что, например, если в семье несколько дочерей и один мальчик, то мальчик работает в храме. Это по местным меркам престижная работа, однако за нее не платят деньги. Либо платят, но очень мало. А семью обеспечивают дочери, которые уезжают в город для того, чтобы заработать деньги для своей семьи. И каждый месяц они отправляют деньги к себе в деревню. Вообще мальчикам тут особая забота. Их балуют, холят, лелеют, оберегают. Мужчины, в общем, здесь устроили очень неплохо свой быт. Кайфуют в то время, когда жена работает. Вот такая система в семейной жизни работает на Бали. Но опять же, такое происходит не везде и не во всех семьях. Однако это традиция. Так, ну что, время обеда. Мясо уже замариновалось. Осталось только пожарить овощи и сварить спагетти. Так, ну как? Так, ну что, мясо готово. Вот что у меня получилось. Ну что, получилось офигенно. Мне очень нравится. Ну все, мой день подходит к концу. На улице темень стоит кромешная. Все усугубляется тем, что пасмурная погода и нету ни света звезд, ни луны. А у меня все. Спасибо, что был этот день со мной. Остаемся на связи. Пока-пока.